Здравствуйте, наши дорогие товарищи меломаны и звукорежиссеры. С вами Александр, вы на канале «Давай запишем». Продолжаем серию наших видео на студийные наушники, и сегодня пришла очередь показать вам модель DT240 Pro от Bayer Dynamic. Показываем. Итак, наушники закрытого типа, выполнены в компактном варианте и, соответственно, имеют весьма скромный вес – 196 граммов. При этом к уху они прилегают очень плотно, и здесь надо поставить жирный восклицательный знак. Сейчас расшифрую. С одной стороны, полная изоляция от внешних шумов и полное исключение попадания сигнала в микрофон при записи, за что можно сразу ставить оценку «отлично». Но, с другой стороны, друзья, покупать эти наушники без личной примерки – дело достаточно рискованное. И все потому, что если размеры вашей головы или особенности строения ушных раковин окажутся несколько больше, чем этого хотели бы эти байеры, то вполне можно столкнуться с состоянием дискомфорта и, как следствие, быстрой утомляемости при работе. Вот такая тут есть особенность, и не считаться с ней было бы делом ошибочным. Кстати, как дополнительное подтверждение этому, наша тестовая часть. Эти малыши явились не по ушам нашему 3DO. В итоге прижим оказался недостаточно плотным, и в результате то, что вы услышите на тесте, будет прилично отличаться от реальной картины, которая, кстати, выглядит куда лучше, чем запись. Тем не менее, по звучанию они просто обязаны многим понравиться за счет компактного, плотного и собранного низа и очень аккуратных частот более высокого диапазона. Чуть позже мы это попробуем оценить, глядя на графики от Reference Audio Analyzer, но и в какой-то степени прослушав тестовую запись, делая скидку на то, о чем я говорил чуть выше. Ну а пока несколько важных цифр, которыми обычно интересуются пользователи. Частотный диапазон 5-35 тысяч Гц, сопротивление 34 Ома, играть будут громко на любом источнике, номинальный уровень звукового давления 99 дБ. В комплекте с наушниками идет витой кабель длиной до 3 метров, переходник на 6,3 мм и чехол для хранения. И добавлю, что кабель здесь пристегивающийся. Причем для нашего с вами удобства это можно делать как к левому динамику, так и к правому. Все на этом. Давайте попробуем послушать запись на фоне оригинального звучания микса и потом подведем какие-то итоги, в том числе и с помощью замеров лаборатории Reference Audio Analyzer. Слушаем.
Ну что, товарищи, что могли, то услышали. Теперь давайте ставить точки. Если не обратить внимание на фактор удобства, то эти наушники совершенно точно отрабатывают свои 8500 рублей. Именно столько они сегодня стоят. Звук действительно компактный, с хорошим и объемным низом. Никаких завалов по другим частотам не наблюдалось. И возвращаясь к комфорту, как я уже и говорил, только через примерку. Ну или разве что подросткам или нашим миниатюрным леди можно брать смело и без личного посещения магазина. Хотя в любом случае будет правильно примерить на себя подобное оборудование и услышать, насколько оно нас устраивает по звучанию. Жаль, что вот только не всегда у нас это получается. Ну а теперь отчет наших коллег из Reference Audio Analyzer. Смотрим. Чувствительность. Здесь она равна 117,7 дБ, что сообщает нам о том, что эти наушники будут играть громче на 4,8 дБ большинства полноразмерных наушников. И действительно, громкости здесь предостаточно, ну а все ли оборудование их сумеет раскачать, узнаем из следующей картинки. Сопротивление. 34 Ома нам обещало описание. Замеры показали, что это 45,6. И это первый случай в нашей практике, когда разница составляет 11,5 Ом. Ну понятно, что провода с переходниками что-то берут на себя, но опять же, такой перепад нам ранее не встречался. Но не будем этого бояться, величина не настолько большая, чтобы их не раскачало любое современное оборудование. И, наконец, амплитудно-частотная характеристика. В принципе, все видно и все должно быть понятно, но, возвращаясь к вступительной части, напомню, визуальная и звуковая картинки могут иметь некоторые несовпадения. И все это по причине неплотного прижима к нашим бинауральным ушам. Отдельные частоты, к сожалению, умудрялись найти возможность выскользнуть через щели, что и отразилось на общем звуке. И повторю, что реальное звучание гораздо лучше того, что мы имеем на записи. Друзья, вот и все на сегодня. Пишите, задавайте вопросы. Спасибо, что остаетесь с нами, и до новых встреч. Да неужели мы взяли и 4 минуты отбомбили, а? Какой кошмар.